Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня давайте свяжем с вами вот такой вот кроссовочек, вот такой вот пинеточку для новорожденной девочки в розовом цвете с ушками кошечки и с мордочкой. Вот такие вот пинетки, кедики у нас будут. Подошва у нас 8,5-9 сантиметров. И давайте свяжем с вами точно такую же. Вязать я буду ярнар джинсом. У меня это белая и бледно-розовая такая вот пряжа. Я не знаю, этикетки у меня нету, вот, но цвета вы можете подбирать самостоятельно. У меня вот такой вот розовый цвет, бледно-розовый. Даже сказать, можно так сказать, что розово-сиреневый, что ли. Такой вот очень приятный цвет, нежный, и белый. Также нам понадобится маркер. Крючком я буду вязать 2,5. И также нам понадобится для вышивания мордочки. Я взяла тоже ниточку ярнар джинс и разделила ее вдвое. У меня здесь две ниточки. У ярнар джинс 4 ниточки скрученные. Я разделила их на 2, и у меня 2 ниточки. Будем вышивать мордочку. Все, давайте начнем с подошвы. Итак, начинаю я с белой ниточки и набираю я 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Набрали цепочку из 17 воздушных петель. Теперь в третью петельку от крючка я провязываю 3 столбика с накидом в одну петлю. Делаю накид, и в третью петельку от крючка я провязываю 1, 2 и 3. Ставлю маркер в первый столбик. Дальше по цепочке я провязываю 13 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. В последнюю петельку от крючка я провязываю 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Подтягиваю колечко. Вот. Теперь по второй стороне я провязываю 13 столбиков с накидом. За вторые стеночки воздушной петли. Хвостик вяжу вместе с деталью. Зацепила хвостик. 1,
6, 7, 8, 9. Так, не захватила ниточку. 10, 11, 12 и 13. Теперь в последний столбик подтягиваю хвостик. Теперь в последний столбик я провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Провязала. Теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Вот в первую петельку, там где маркер, делаю соединительный столбик. Хвостик тоже соединяю. Все, первый ряд у нас готов. Вот, и теперь второй ряд. Второй ряд набираю я 2 воздушные. 2 воздушные у нас не считаются как петля, как столбик с накидом. Поэтому я сюда же, в этот же столбик, где мы делали соединительный, провязываю прибавку. И ставлю маркер в первый столбик. Первый столбик. Дальше провязываю вторая прибавка. И третья прибавка. Дальше провязываю 13 столбиков с накидом. 1, 2, 3. Давайте так провяжем. Итак, провязала я 13 столбиков. Теперь делаю 6 прибавок подряд столбиками с накидом. 6 прибавочек. Первая прибавка. Вторая. Третья. Так. Четвертая. Пятая. И шестая. Теперь провязываем 13 столбиков с накидом по второй стороне. В конце остается 3 петельки, и мы в эти 3 петельки провязываем прибавки.
Первая прибавка, вторая, и третья. Теперь делаю соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Второй ряд готов. Я забыла сказать, что в первом ряду у нас получается 38 столбиков, во втором 50. Во втором 50. Теперь дальше я делаю одну воздушную, начинаем третий ряд, делаю одну воздушную, и сюда же в эту петельку я провязываю один столбик с накидом и ставлю маркер в первый столбик. Дальше провязываю прибавку столбика без накида. И опять столбик без накида и прибавка. И еще одно повторение, столбик без накида и прибавка. Дальше провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь провязываем столбик прибавка и так повторяем 6 раз. Один столбик с накидом, в следующую прибавка, 2 столбика с накидом в одну петельку. И так нужно сделать 6 раз, 6 повторений. Дальше столбик с накидом, прибавка. Это второе повторение. Третье повторение. Четвертое. Пятое. И шестое. Теперь продолжаем по второй стороне зеркально. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь столбик без накида, прибавка, так повторяем 3 раза. Прибавка, первое повторение, столбик без накида, прибавка, второе повторение, и столбик без накида, прибавка, третье повторение. Все. Теперь я снимаю маркер, и в первый столбик предыдущего ряда я делаю соединительный. Подошва связана. Давайте померяем. У нас подошва 9 сантиметров.
Итак, провязали мы подошву, теперь начинаем вязать стеночки. 4-й ряд. Продолжаем вязать. И я набираю одну воздушную петельку. 4-й ряд мы будем вязать за заднюю стеночку петли. И сюда же, в эту петельку, и за заднюю стеночку я провязываю столбик без накида. И дальше целый ряд. Кстати, у нас в 3-м ряду получается 62 столбика, поэтому мы провязываем 4-й ряд 62 столбика без накида за заднюю стеночку петли. Вот за заднюю стеночку петли 62 столбика без накида. Уже вяжем без прибавок. За заднюю стеночку 62 столбика без накида. Давайте так провяжем полностью ряд. Итак, я провязала 4-й ряд за заднюю стеночку петли. Вот, и теперь я, провязав последний столбик, я не провязываю уже соединительную петельку, а буду дальше вязать без соединительных столбиков. Поэтому в 5-м ряду, 5-й ряд я буду вязать уже за полную стеночку и вводить крючок в 1-й столбик предыдущего ряда и продолжать вязать. Ставлю маркер в 1-й столбик и продолжаю вязать 5-й ряд 62 столбика без накида за полную стеночку, уже за полный столбик, за обе стеночки. Вот за обе стеночки. Вот так. И провяжем еще один ряд уже за полную стеночку. За полной стеночки 62 столбика без накида. Давайте так провяжем еще один ряд, 5-й. Итак, я довязала 5-й ряд. Вот у нас бортик уже появляется. И теперь в последнюю петельку я не довязываю, а буду менять ниточку. 6-й ряд я провяжу розовой ниточкой. Белую ниточку я не отрезаю. Снимаю маркер. Закрываю. Ой. Перекрутилась. Вот. Теперь закрываю последнюю петельку розовой ниточкой. И теперь
6 ряд я буду провязывать полностью розовой ниточкой 62 столбика без накида. Белую ниточку я не отрезаю, я буду дальше продолжать ее вязать. Провязываем только ряд розовой ниточкой. Для этого я хвостик вяжу вместе с деталью. Все, давайте так провяжем ряд 62 столбика без накида, ввязывая хвостик. Чтобы потом его не прятать, я его ввязываю сразу. Все, давайте так провяжем. Итак, довязала я ряд. Провязала ряд. Теперь не довязываю я последний столбик. Довязываю уже так, подтягиваю, довязываю уже белой ниточкой. Вот так. Теперь 7 и 8 ряд я буду провязывать 62 столбика без накида по кругу белой ниточкой уже. Хвостик розовый я немножко провяжу, чтобы не прятать потом, и обрежу ниточку. Вот так вот подтягиваю все. Провязываю. И вяжу так вот вместе с хвостиком, подтягиваю его. Вот, и давайте провяжем 7 и 8 ряд 62 столбика без накида. В конце ж мы не делаем соединительных столбиков, чтобы не виден был шов. Все, давайте так провяжем еще 7 и 8 ряд.
Итак, провязала я еще 2 ряда, закрепила ниточку уже. Теперь возвращаемся к 4 ряду. И вот мы вязали за заднюю стеночку, а теперь будем вязать за переднюю стеночку. И просто вяжем. Присоединяю ниточку, делаю воздушную. Сюда же провязываю столбик без накида. И дальше в каждый столбик я провязываю за переднюю стеночку. Вяжем такую окантовочку на подошве. Вяжем легко, слабенько, чтобы не стягивать деталь. Я вяжу слабенько. Хвостик вяжу вместе с деталью. И давайте так свяжем. Делаем обвязочку по всей детали. Давайте так обвязку сделаем. Итак, провязала я окантовочку, спрятала я ниточки. Вот. И теперь давайте будем переходить к носочку. Будем вязать переднюю часть носочка. Итак, я приготовила 3 маркера. И теперь нам нужно переднюю часть, на передней части выделить носик. Я складываю пополам нашу деталь по воздушным петелькам. Расправляю хорошо и ставлю маркер. Смотрю, чтобы приблизительно
было. Теперь от маркера отсчитываю 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И ставлю маркер. Еще раз в обратную сторону считаю от маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, что-то я просчиталась. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, на одну ошиблась. Теперь в обратную сторону считаем петельку, которая с маркером. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И еще раз вместе с маркером петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все. Вот мы просчитали, где у нас будет носочек. Вот эту вот серединку я уже убираю, она нам не нужна. И теперь начинаем вязать носик. Носик вяжем белой ниточкой, поэтому будем вязать таким образом. Первый ряд мы будем с вами вязать столбиками с накидом, но будем вязать рельефным изнаночным столбиком. Я снимаю маркер. Итак, за заднюю стеночку петли цепляю ниточку и делаю 2 воздушные петельки. Теперь в этот же столбик, на котором у нас петелька, вот она, я делаю накид, захватываю изнутри, ввожу крючок и захватываю столбик. Убираю ниточку, мы потом ее спрячем. И делаю 1 столбик с накидом. Подтягиваю хвостик. Вот провязали мы первый столбик с накидом. Теперь делаем убавку. Итак, чтобы сделать убавку, я делаю накид и ввожу крючок между столбиками. То есть захватываю не саму петельку, а между столбиками. То есть захватываю столбик с изнаночной стороны, вытягиваю рабочую нить и провязываю только накид. Теперь делаю еще 1 накид и следующий столбик я завожу за столбик и вывожу рабочую ниточку и провязываю только накид. Вот 3 петельки на крючке провязываю вместе. Теперь опять захватываю между столбиком, вывожу крючок и вот так. Таким образом у нас получается бортик. Бортик. Вот и провязываю столбик с накидом. Так нужно сделать 8 повторений. Теперь делаю убавку. Захватываю за столбик, провязываю только накид, опять накид и опять с внутренней стороны захватываю столбик и провязываю накид. 2 петельки на крючке вместе, это уже 2 повторения. Теперь с внутренней стороны столбик с накидом. Видите, бортик получается. Теперь делаю убавку. Захватываю 1 бортик и следующий
Вот 3 петли на крючке, провязываю вместе. Это уже третье повторение. Дальше делаю накид, провязываю столбик с накидом. И убавку. Надо просто приловчиться. Провязываю 1, провязываю 2. И 4-я убавка. Теперь столбик с накидом и убавка. Это будет 5-е повторение. Опять столбик с накидом. Еще раз давайте покажу. Вот захватываю под петельку и захватываю столбик, который на ножку. Ножку захватываю петли. Вот так. И провязываем за ножку. Теперь убавка. Это будет у нас 6-е повторение. Дальше столбик с накидом и убавка, 7-е повторение. Так. И столбик с накидом. И убавка. Остается у нас 2 петельки. Одна, снимаю уже маркер. 1 столбик. Вот. И тот, который был под маркером. И провязываю убавку. Вот мы провязали убавки. Вот такая вот получается деталь. Видите, бортик у нас получился за счет того, что мы вязали рельефным столбиком. Не за саму петельку, а за... Не стеночки захватывали, а столбик захватывали. Теперь второй ряд. Первый ряд провязан у нас. Мы сделали с вами 8 повторений. У нас должно получиться 16 столбиков. Теперь я делаю 2 воздушные петли. Разворачиваю вязание. И теперь нужно нам провязать 8 убавок столбиками с накидом. Я делаю накид. И уже за стеночки захватываю стеночки. Захватываю и провязываю убавки. Первая убавка. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. И 8-я, последняя убавочка. Вот так. Вот провязали мы второй ряд. 8 столбиков получается у нас. Теперь я делаю 2 воздушные. Разворачиваю вязание.
И теперь нам нужно сделать убавку, которая будет состоять из 8 столбиков с накидом. То есть делать одной убавкой. Я делаю накид, провязываю только накид, опять накид и провязываю только его. Следующий, 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 еще один и последний. Вот такой получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петелек на крючке. Провязываю я вместе. Вот так. Вот так провязала. Отрезаю ниточку и фиксирую. Вот получается у нас вот такая деталь. Теперь давайте будем с вами вязать язычок. Язычок будем вязать сначала белой ниточкой. Будем вязать вот ряд здесь. Здесь нужно петельки распределить таким образом, чтобы у нас здесь получилось 12 столбиков. Так как мы вязали столбиками с накидом, то в каждый столбик я буду провязывать по 2 петли. Приблизительно. Где по 2, где по 1. То есть таким образом, чтобы не сильно широкая была у нас, язычок не сильно широкий у нас был. То есть 12 столбиков мы должны распределить. Вот этот хвостик, который у меня тут остался, я его буду вязать вместе вот с рядом этим. И эту ниточку тоже буду вязывать. Итак, присоединяю я вот к угловой части пинетки. Вот вставляю я крючок в первый ряд. Делаю одну воздушную и сюда же провязываю столбик без накида. Все ниточки буду вязать вместе. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше посерединке провязываю 7. Вяжу все ниточки вместе. 8, 9, 10, 11 и 12. Вот, распределила я ряд, выровняла здесь язычок, отрезаю я хвостики все. Вот, и теперь будем менять ниточку на розовую. Для этого я обрезаю хвостик и фиксирую. Вот. С одной стороны я в ряду провязала 1 столбик, и с другой стороны я в одном ряду провязала 1 столбик. Поэтому у нас получается, и распределила так, чтобы было 12 столбиков в ряду. Теперь 5-й ряд.
Я беру розовую ниточку, белую уже я не беру, беру только розовую. Присоединяю я опять вот сначала и буду вязать таким образом. Делаю я 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И эти воздушные петли считаются как столбик с накидом. Поэтому я делаю накид и в следующий столбик я провязываю столбик с накидом. Нам нужно провязать 11 столбиков с накидом. Ниточку вяжу вместе с деталью и провязываю 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Розовую ниточку подтягиваю, отрезаю, так как мы ее уже вязали. Беленькая пока остается. Беленькая ниточка остается, мы ее еще не зафиксировали. Вот. И вот такой вот ряд у нас получается. То есть мы провязали 11 столбиков с накидом, и первые 3 воздушные петли считаются как столбик с накидом. Теперь делаю одну воздушную, разворачиваю вязание и провязываю 12 столбиков без накида. 6-й ряд получается у нас 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 вот в третью воздушную петлю, подъема. Вот мы с вами провязали 12 столбиков без накида. Давайте вот так покажу. Итак, в 7-й ряд я провязываю 3 воздушные, разворачиваю вязание и провязываю 11 столбиков с накидом в следующую петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 3 воздушные петли считаются как столбик с накидом, поэтому провязали. Теперь делаю одну воздушную, разворачиваю вязание, и 8-й ряд я провязываю 12 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. 3 воздушные. Разворачиваю вязание. 9-й ряд я провязываю 11 столбиков с накидом. В следующую петлю я провязываю. В следующий столбик, вернее. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и в последнюю петлю, в последний столбик 11. Теперь десятый ряд, 12 столбиков без накида. Десятый ряд провязываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и в третью петельку воздушную 12. Теперь делаю 3 воздушные петли и последний ряд провязываем 11 столбиков с накидом. Это будет следующую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Вот провязала я 11 рядов полностью носочка. То есть первые 3 ряда мы провязали с убавлениями, а дальше по прямой. Так, я отрезаю ниточку и фиксирую. Все, вот такой вот язычок у нас получается. Теперь мы с вами вяжем ушки. Ушки вяжем с 2 сторон. Вяжу я белой ниточкой. Итак, присоединяю я ниточку в третью петлю воздушную в 11 ряду. Присоединяю ниточку, делаю 1 воздушную и сюда же провязываю столбик без накида. Дальше в следующий столбик за полную петельку. За полную петельку я провязываю, ввязывая хвостик, я провязываю 2, 3 и 4. Белую ниточку подтягиваю. Вот так. Вот. Провязала. Теперь делаю 1 воздушную, разворачиваю вязание и делаю 2 убавки. Первая убавка и вторая убавка. Дальше 1 воздушная, разворачиваю вязание и 1 убавочка. Вот так. Отрезаю ниточку и фиксирую. Вот первое ушко провязано. Вот эту ниточку белую, хвостик, я отрезаю, так как мы ее вязали. Вот остальную нет. Теперь вяжем второе ушко. Отсчитываю я 4 петельки отсюда. 1, 2, 3, 4. Вот.
Отсчитав 4 петельки, я присоединяю ниточку. Хвостик буду вязать вместе с деталью, делаю одну воздушную и сюда же провязываю столбик без накида. И провязываю 2, 3 и 4. Белую ниточку подтягиваю. Вот, провязали. Теперь делаю воздушную, разворачиваю вязание, провязываю 2 убавки. Первая убавка и вторая убавка. Одна воздушная, разворачиваю вязание и 1 убавочка. Все, отрезаю хвостик, ниточку фиксирую. Здесь белую ниточку отрезаю, так как мы ее уже вязали. Все, вот такая вот получается деталь с 2 ушками. Так, теперь делаем обвязку по всему язычку. Обвязку я буду делать розовой ниточкой. Итак, я присоединяю присоединяю я к розовой детали, вот, к розовой детали, и делаю воздушную, и сюда же провязываю столбик без накида. Вот так. И теперь в каждую петельку, каждый столбик я буду провязывать столбик без накида. Вот так. Все хвостики буду ввязывать. Все, довязала я. Теперь розовую я отрежу. Теперь перехожу на ушко. Провязываю 1, 2. На ушке я провязываю в центр, я провязываю 2 столбика без накида, 1 и 2. Поворачиваю и провязываю хвостик вместе со столбиком. 1 и 2. Вот так. Теперь перехожу на... Ой. Перехожу на стеночки. Вот так обвязку мы сделали. Теперь перехожу на стеночки. Вот. Отрезаю хвостик. Перехожу на ушко. Центрально я провязываю 2 столбика. Теперь перехожу
на стенки. Вот. Вяжу хвостики все. Белый я уже, белую ниточку я отрезаю. Розовую еще нет, мы только начали ее увязывать. И вот перехожу уже на боковую часть. Смотрю, чтобы не было стягивания. В каждую петельку, в каждый столбик я провязываю либо в столбик, либо в стеночку, как получается. Вот. И фиксирую ниточку. Всю розовую я отрезаю. Вот. Эти пока остаются у нас розовые. Вот такой вот язычок у нас получается. Вместе с ушками. Итак, сделали мы обвязку на ушках везде. Вот, и вот такой вот язычок у нас получается. Давайте посмотрим со всех сторон. Вот такой вот. Так, теперь давайте спрячем вот эти ниточки. Вот эти беленькие ниточки, которые на язычке, мы должны спрятать их вот сюда. Давайте спрячем. Итак, теперь начинаем вязать бортики самой пинеточки. Значит, у нас остается на бортике свободных петелек 38, потому что было 62 минус 24, 38 столбиков. Но мы захватываем еще по одному столбику, вот, по одному столбику от каждого носика, с каждой стороны. От каждой стороны носика. Поэтому у нас должно получиться 40 столбиков. Теперь присоединяю ниточку. Вот. Опять присоединяю ниточку к столбику, за столбик, который находится на самом носике, один столбик. Вот, присоединяю ниточку, делаю одну воздушную и сюда же провязываю столбик без накида. И дальше за свободную петельку провязываю 38 столбиков без накида. Итак, давайте провяжем 38 столбиков без накида.
не считая вот этот столбик, который у нас мы самый первый не считаем. То есть всего провяжем 38 и по одному столбику с каждой стороны на носике получается 40 столбиков без накида. Давайте провяжем сначала свободные столбики. Итак, провязала я все свободные петельки. Вот, и теперь провязываю я вот столбик на один столбик на язычке, на носике. Вот. И у нас получается вот по одному столбику на язычке с одной и с другой стороны и 38 по бортику. Всего получается 40 столбиков. Ну, надеюсь, правильно объяснила. Вот теперь вяжем бортики. Давайте уберем носочек вовнутрь, чтобы он нам не мешал. Теперь я делаю одну воздушную, разворачиваю вязание и провязываю 40 столбиков без накида в обратную сторону. Давайте так провяжем. Еще один ряд. Столбики без накидов, уже 40 столбиков. Давайте так провяжем до второго конца. Итак, провязала я второй ряд. Теперь вяжем третий ряд. Набираю я 3 воздушные петли. 3 воздушные петли. Разворачиваю вязание. Теперь будем вязать таким образом. Будем вязать столбиками с накидом. При этом делать петельки для шнурочка. Я пропускаю 2 столбика. Так, поближе, может быть. Пропускаю первый и второй столбик. И в третий столбик я буду провязывать. Вот в третий столбик. Я буду провязывать столбик с накидом. Вот, пропустив 2 петельки, я провязала столбик с накидом. 3 воздушные петли, это считается как столбик с накидом. Теперь мне нужно провязать 34 столбика с накидом. Этот столбик считается, вот первый. Дальше 2, 3, 4, 5. Давайте провяжем вот так вот 34 столбика с накидом. Итак, я провязала 34 столбика с накидом. У меня остается 3 петелечки, 3 петли. Я делаю накид, пропускаю 2 петельки и в последнюю петлю я провязываю столбик с накидом. Вот так.
У меня получается с одной стороны петелечка для шнурочка и с другой стороны. Теперь я делаю одну воздушную, разворачиваю вязание и провязываю 36 столбиков без накида. В первый столбик провязываю, в следующий и так до конца. У нас должно получиться 36 столбиков с накидом. Давайте так провяжем. Итак, провязала я 35 столбиков без накида. И вот у меня 3 воздушные петли. И я в третий столбик, в третью петельку от крючка, третью петельку от крючка провязываю столбик без накида. И вот у нас получается 4-й ряд провязан. 5-й ряд. Набираю 3 воздушные петли. 3 воздушные петли считаются как столбик с накидом. Пропускаю я 2 петельки и в третью петлю 1, 2, в третью петельку провязываю столбик с накидом. Вот так. 1, 2 и в третью провязываю. Теперь нам в 5-м ряду нужно провязать 30 столбиков с накидом. Давайте провяжем этот первый, второй, третий, 4-й, 5-й. Давайте так провяжем 30. Итак, провязала я 30 столбиков с накидом. Теперь остается у нас 3 петельки. Я делаю накид, пропускаю 1, 2 и в последнюю петельку провязываю столбик с накидом. Теперь делаю одну воздушную, разворачиваю вязание и давайте так провяжем 6-й ряд 32 столбика без накида. 32 столбика без накида. Первую петельку, вторую, третью, 4-ю, 5-ю. И давайте так провяжем до конца. Провязала я 31 столбик без накида и теперь в третью петельку воздушную петлю я провязываю столбик без накида. И у меня получается 32 столбика. Вот 32 столбика. Теперь я делаю 7-й ряд, он будет последним. Я набираю 3 воздушные. Разворачиваю вязание и провязываю точно так же. Пропускаю 2 столбика, 1, 2 и в третий провязываю столбик с накидом. Вот так. Теперь нам нужно провязать 26 столбиков с накидом. Первый столбик и давайте провяжем еще 25. Провязала я 26 столбиков с накидом. Остается 3 столбика. И я, как обычно, делаю накид, 2 петельки пропускаю и в последнюю провязываю столбик с накидом. Вот так получается. Теперь я отрезаю ниточку и фиксирую. Все, вот такие вот получается у нас боковая часть с одной и с другой стороны. Теперь нам нужно сделать обвязку, простите. Теперь нам нужно сделать обвязку. Обвязку я буду делать столбиками без накида. Я присоединяю ниточку. Вот в столбик, где мы с вами провязывали первый ряд. Делаю одну воздушную. Вот. И провязываю столбики без накида. В каждый ряд смотрю, чтобы в петельку я провязываю 2 столбика без накида. И дальше
Провязываю. Хвостики вяжу, чтобы потом не прятать их. Провязываю вместе. Вот. Провязала боковую часть. Теперь перехожу на верхнюю часть. Здесь я провязываю. Вот этот хвостик я уже его отрежу. Вот я его отрежу уже. Вот. И теперь перехожу на верхнюю часть. Теперь в каждый столбик провязываю. И давайте так провяжем до конца. До конца. И вот. Итак, провязала я стеночки. Язычок мы с вами вывязали. Носик. Вот теперь давайте свяжем с вами шнурочек. Вот. Давайте свяжем шнурочек. Итак, набираю я 100 воздушных петель. Цепочку из 100 воздушных петель. Давайте так наберем 100 воздушных петель. Итак, набрала я 100 воздушных петель в цепочку. Вот. И теперь со второй петельки от крючка провязываю 99 столбиков без накида. Просто провяжем столбики без накида. Давайте так провяжем до конца цепочки. Давайте так провяжем.
Итак, связала я шнурочек. Теперь нам нужно вышить глазки. Значит, смотрите, я беру ниточку. И вышивать глазки я буду там, где у нас столбики без накидов. Это 10-й ряд. В 10-м ряду я вышивать буду глазки, а в 9-м носик. Вот с середины ушка я начинаю глазик вышивать. И вышивать буду через 3 столбика. Вот через 3 столбика. И с другой стороны точно так же. Прятать буду я ниточку черную между петельками, между столбиками, чтобы не видно было. И носик вышью в 9-м ряду точно так же. Все, давайте с вами вышьем.
Итак, связали мы такие вот пинетки, кедики и язычок в форме кошечки. Все, надеюсь, вам понравились. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.